Друзья, всем привет! У многих из нас была некая детская мечта, но зачастую бытовая жизнь, работа отводят нас от нее. Сегодня я пообщаюсь с молодым автором, писателем, моим другом под псевдонимом Басарай. И он яркий пример человека, который через время пронес свою мечту, несмотря на сложный жизненный путь, все-таки добился ее. И как наглядное тому подтверждение его книга, которую он недавно издал. Но для начала я скажу, что его так же, как и меня, зовут Антоха. Привет, Антоха. Привет, Антоха. Можешь поздороваться со зрителями. Привет всем. Да, им благодарим чайный клуб «Тяжень», замечательную чайную, в которой всегда душевно, тепло, уютно, вкусный чай. Приходите, мы в Новосибирске на Маковского 10, и здесь будет группа ВКонтакте. Неплохо бы написать в будущем когда-нибудь свою книгу, как бы все, договорились. Поехал, значит, приезжаю к дому указанному, набираю, мне никто не отвечает. Я ходил просто как узник какой-то, понимаешь, мне дали форму, везде мне отказали, даже официантам мне отказали. Все, я сижу без работы, треть, наверное, книги просто вот зачеркнуто, что мне делать, как вот теперь. В итоге, в общем, я так делал замечание, и мне написали, что извините, что художник отказывается с вами работать. Никогда не отказывайтесь от своей мечты. Если у вас есть какой-то страх, нужно смотреть ему прямо в глаза. И тебе тогда, Антоха, такой первый вопрос. Скажи, у тебя интерес к книгам уже со студенчества, может быть, был с детства? Или ты тогда интересовался чем-то другим? Где-то лет в 13-14, может быть, у меня была такая мысль о том, что неплохо бы написать в будущем когда-нибудь свою книгу. О чем она будет, я тогда не знал, конечно. Просто была такая мечта, вот написать книгу. Как-то меня тянуло к этому. Но в то же время я не занимался каким-то поиском знаний, например. Практически вообще не читал книги. То есть мне это было неинтересно и скучно. Но я тогда тем временем я писал стихи. Начинал писать стихи. Ну, это были, конечно же, такие детские. В старших классах школ. Ну, да, можно сказать так. Да, в старших классах школы. Это были такие простые стихи, там, посвященные девушкам, в которых я влюблялся. Вот. Ну, потом какой-то смысл в них появился, там, что-то о жизни, так скажем. Естественно, рифма там была такая непонятная, как бы. Как белый стих. Как белый стих, да. Ну, простые, в общем, такие юношеские стихи. Потом мое увлечение этими стихами переросло в другое увлечение. То есть мы с другом, у меня был друг, ну, он и сейчас есть, мой друг, с которым мы с первого класса вместе, мы начали с ним записывать песни в стиле рэп. Мы приходили к нему домой, собирались у него, что-то писали, какие-то тексты. Тогда были еще программы такие, Street Life, по-моему, хип-хоп и джей. Он где-то их нашел, я даже не знаю, где он их нашел, диски. Ну, он мне показал. Такой я пришел к нему, он говорит, смотри, можно тут музыку самому делать. Я, классно. Но мы как бы музыкой увлекались, слушали все. Вот. И я понял, что нужно заниматься музыкой. Это то, к чему как бы лежит моя душа. Надо сочинять песни, записывать. Он купил микрофон тогда за 100 рублей, такая палочка просто зеленая какая-то на подставочке. Вот. И мы постоянно собирались у него, писали какие-то тексты. Рифмы была, рифмы не было. Это было для нас не важно. Я приходил к нему, он делал какую-то минусовку, набросок. Мы сразу же писали текст на, допустим, там 8 строчек и просто читали без всякого выражения. То есть наша задача была просто прочитать текст. Где-то на 4-й строчке мы уже выдыхались. Без попадания в бит еще. Без попадания в бит, конечно, мы тогда не знали, как все это делать, но это было такое веселое время. Нам нравилось, мы верили, что мы сможем что-то сделать, нам нравилось то, что мы делали. Вот потом это переросло в более серьезное занятие, то есть я тогда понял, что мой друг от этого отошел, когда мы уже закончили школу, как бы наши пути маленько разошлись именно по учебной части.
Но тебя не отпустила. Меня не отпустила, музыка. Его отпустила музыка, меня не отпустила музыка. Ты решил пойти на студию? Я решил пойти на студию, да. К тому времени я уже знал, что нужно попадать в бит, я знал, как писать текст, как делать рифмы, то есть я где-то нахватался этой информации. Конечно, ее было очень мало, мне недостаточно было знаний, таких музыкальных и технических. Я скачал Fruity Loops, или не скачал, в общем, откуда-то у меня появилась эта программа Fruity Loops. Я начал на ней делать минуса, при том, что я не учился в музыкальной школе. Понятное дело, что они все были какие-то ужасные, но у меня был страх. Я как бы никогда... Я всегда боялся выражать свое мнение. Я думал, что оно не важно. То есть зачем это делать? А тут я понял, что если я хочу заниматься музыкой, мне надо найти студию, где как бы меня хорошо запишут, качественно, да, качественный трек сделать. Соответственно, если я приду на студию, мне придется читать свой текст в микрофон, и какой-то посторонний человек будет это все слышать мои который какие-то профессионал, мысли. Может быть, в музыке, да, и да, как это он будет относиться к этому, да? То есть я-то понимаю, что моих знаний не хватает. Возможно, то, что я сделал по музыкальной части, это никуда не годится. Ну, так, в принципе, и случилось, да. Текст, там что-то было про Бога, достаточно серьезное. А минусовка была, просто какая-то клоунада, в общем. Пластмассовая, да, звуки какие-то необработанные, там, мотивчик какой-то веселый. Но я, тем не менее, решил, я пришел на студию, нашел студию. Как ты ее нашел? Там в то время карта какая-то города была, справочник. Не помнишь уже? Я вбил в интернете просто звукозаписывающая студия в Новосибирске. Мне выдало 2 студии. Я позвонил в первую, договорился, значит. Была зима, я помню, еще был лютый мороз, где-то 35, может, вот так вот. Договорился с человеком, что все, я приеду, запишусь, как бы все, договорились. Поехал, значит, приезжаю к дому указанному, набираю, мне никто не отвечает. Спустя 10 минут я опять набираю, мне опять никто не отвечает. Холодно, зима, я уже замерз. Короче говоря, прошло полчаса, я не дозвонился, поехал домой. Можешь представить мое как бы разочарование, то, что я настроился, да, то есть излить душу, что посторонний какой-то человек услышит мои тайны, да, там всякие задушевные в песне. Но этого не случилось. Я поехал домой, открыл интернет, позвонил во вторую студию. Договорился с человеком, все. И как-то я понял, что там все серьезно. То есть это действительно студия, там были фотографии. Я понял, что вот это нормальный вариант. Антох, смотри, тогда, наверное, первый совет, который мы могли бы дать зрителям, это то, что если у вас есть цель, то не сдавайтесь при первых трудностях. Собственно, да, вот конечно, этот момент, он тебя не сломил, да, что ты столкнулся там со снегом, холодом, там тебя не приняли на первой студии, но ты пошел дальше, нашел вторую студию. Да, конечно. Ну, тогда мое состояние было вообще ужасное. То есть, действительно, представляешь, я очень долго этого ждал. Очень долго я думал о студии. И тут я решился, позвонил, приехал, и ничего не получилось. Полное разочарование. Но, тем не менее, вот, я нашел вторую студию, позвонил, договорился, приехал. Все, вот я у микрофона стою, включается мой минус, я там начинаю читать серьезную песню о Боге. Вот. И потом в конце сессии, значит, мне этот звукозаписывающий звукорежиссер, да. Его зовут Дима. Дима, если смотришь это видео, привет. Ты отличный парень, профессионал в своем деле. Вот. Он мне начал говорить какие-то мои ошибки. Ты читаешь, немножечко там как бы неправильно. Да, какие-то дефекты нашел, которых было очень много. Я вместо того, чтобы разозлиться на него, да, что бросить, что как это так, я там много этим занимаюсь, я принял это спокойно, я понял, что человек действительно знает, о чем он говорит, подкован в этом деле, тем более, что он занимается этим давно, своей профессией, вот этой музыкальной. Я с радостью все это принял, и мы двинулись дальше. То есть мы начали с ним работать, он мне начал давать какие-то подсказки, и я был рад, что я встретил такого человека, который указывает мне на мои ошибки, потому что только на них можно научиться и вырасти, повысить свой опыт.
так скажем. Вот, ну, мы с ним записали альбом, как бы, который никуда не пошел, и слава богу. Пускай это останется далеко в прошлом, но этот опыт был полезен мне, поэтому я очень рад, что я все-таки поборол свой страх, пришел в студию, записал то, что хотел. Все. Антоха, ты сказал, что была вот какая-то у тебя нелюбимая работа. Что это за работа у тебя такая была? Ну, я работал на заводе охранником в центре города. Это, ну, я ходил просто как узник какой-то, понимаешь, мне дали форму. Ну, представь, человек, сочиняющий треки, да, на всякие такие, ну, как бы протест выражающий, да, в всякой системе. Образование при этом у тебя какое-то же тоже высшее было на этот момент. Ну, я учился да, экономический у меня. Я закончил Томский политехнический университет, высшее образование экономическое, которое музыкант и как бы работа охранником, то есть. Да, ну просто в процессе обучения, как бы, да, я нашел себе такую подработку. Вернее, мне нашли, я согласился, как бы. И я ходил просто как узник в этой форме, по этому заводу. То есть, когда, понимаешь, когда лето на улице, да, светит солнце, ты идешь по этому заводу грязному, все. Такая стоит, короче, неприятный запах, да, ты думаешь, вот твои друзья сейчас там где-то на даче купаются. С коллегами, наверное, по работе так особо не о чем было тебе пообщаться. Ну, в принципе, да, это были взрослые люди уже, как бы, ближе к пенсионному возрасту, скажем так. Поэтому эта атмосфера меня просто угнетала. Наверное, из-за этого тоже рождались какие-то вот такие негативные песни. Вот, поэтому я рад, что я сбежал и поменял свою жизнь. Ну да, что такой совет можно дать, что любой опыт, он действительно полезен, и даже если потом в будущем вы поменяете свою сферу деятельности, все равно не стоит там открещиваться от этого опыта, и просто нужно идти дальше. А что касается вот твоего приезда в Санкт-Петербург, то как ты впервые вообще узнал об этом городе, и как ты почувствовал, что хотел бы там жить? Я тогда работал и собирался в отпуск поехать. Куда, я еще не знал. И мне просто кто-то из родственников предложил: съезди в Петербург, посмотри, это красивый город. Я согласился, ну и не пожалел. Когда я приехал туда, то сразу влюбился в этот город. Сразу атмосфера, вот эти старые здания. Гуляешь как по музею. Я сразу в этот город влюбился, и я сразу понял, что я хочу, ну, у меня была тогда мысль изменить свою жизнь, я хочу как бы здесь жить. Все, я когда вернулся, собрал вещи, в принципе, и по-моему, через 2 месяца я уже был в Петербурге. То есть привлекла какая-то атмосфера, да, другая, да, что чем-то отличалась от новосибирская? Творческая атмосфера, как-то, не знаю, там жизнь более такая живая, как бы, много интересных мест, много интересных людей. Больше всего происходит, чем в Новосибирске. А нет такого мнения, что там депрессивный город, там, что люди депрессивные, погода плохая, там, как вот в этом смысле? Есть, ну, но, не знаю, мне там комфортно. Комфортно. Да, это какая-то мистическая атмосфера, которая меня, например, не угнетает. Конечно, иногда устаешь, да, но тем не менее, что когда ты, например, куда-то уезжаешь из Петербурга, ты все равно хочешь туда возвратиться за вот атмосферой этой вот мистики именно. Вообще стимул переезда, один из стимулов был это продолжение развития в музыке. То есть ты считал, что в Санкт-Петербурге там лучше студии, больше возможностей. Да. Ну вот расскажи, какой-то был там у тебя опыт музыкальный? Там музыкальный опыт, да, я сходил на студию, где писались известные русские рэперы, скажем так. Записал там какой-то трек. Ну, а потом в дальнейшем просто я понял сам, что я как бы не хочу двигаться в этом направлении. То есть, не знаю, что-то какой-то, вот у меня сигнал такой был, как бы, ну, все нормально прошло, да, но я понял, что мне нужно остановиться. Я просто не знал дальше, о чем писать, может быть так. Вот. Я решил просто с этим завязать. Ты почувствовал какое-то более такое спокойное, умиротворенное состояние? Да, наверное, вот это. Тогда я как раз начал увлекаться вот всякой восточной философией. То есть те идеи, которыми я жил тогда, они просто, отпали, и у меня прям просто развилось другое мировоззрение, как-то открылось.
Для меня больше всякого А как ты нового познакомился пространства. с миром книг в Санкт-Петербурге? Как так получилось? Ну, смотри, если возвращаться к нашему разговору, начало нашего разговора, то я сказал, что где-то в 13 лет у меня всегда была мечта написать книгу. Мгм. Вот. Но помимо этого еще и какую прочитать книгу. Я всегда хотел как-то убежать от суеты, там, детской, не детской, просто сесть и прочесть вот книгу. Для меня это было чем-то таким, ну, просто заоблачным каким-то, да. То есть сесть и прочитать серьезно книгу. То есть не бегать где-то на улице, да, с друзьями, а прочитать прям серьезно книгу какую-то. И перед отъездом в Петербург я пошел в магазин, не помню, по-моему, это был «Читай город» на Красном проспекте, если я не ошибаюсь. Есть он там еще или нет, не знаю. И тогда меня волновал вопрос, что такое карма. Никто из моих близких не мог мне ответить. Ну, или отвечали, но я не понимал. Я пошел в магазин, думаю, ну все, это предлог купить книгу, прочитать, что такое карма, наконец-то разобраться в этом вопросе. Купил книгу, приехал с ней в Петербург. Когда снимал комнату, значит, я, в принципе, все, что я делал, это сидел и читал вот эту книгу про карму. Я разобрался в этом вопросе для себя, наконец-таки. Вот. И там было много отсылок к Блаватской, к Рерихам, к восточной философии. О двух предложениях, в трех, что такое карма, так если кратко. Ну, это причина следствия. То есть, что с тобой, что ты делаешь, какой поступок ты делаешь, там, например, плохой, значит, он тебе вернется позже или там в следующем перерождении твоем. Вот. И то есть меня это заинтересовало, да, мой кругозор расширился, и я понял, что тот мир, в котором я живу, он оказывается намного шире, намного интереснее, чем я тогда думал. И какие-то идеи, которые тогда у меня были, какие-то взгляды, они просто рухнули и расширились. А что касается твоей трудовой занятости, так скажем, работы в Санкт-Петербурге, то как ты нашел там чем заниматься, и было ли это как-то связано с книгами? Как только я приехал в Петербург, соответственно, мне надо было найти себе какую-то работу. Я пытался устроиться в МТС, в Adidas, я даже стажировался официантом, несмотря на то, что я как бы отрицательно очень отношусь к этой профессии, и считаю, что, не знаю, только те, кому нравится это, могут этим заниматься, а так вообще сама эта сфера деятельности для меня это, не знаю, равносильно какому-то рабству, что ли. Вот. Везде мне отказали, даже официантам мне отказали. Все, я сижу без работы, у меня кончаются деньги, которые я, скопил, да, какая-то финансовая база у меня была. Думаю, что делать? Тут я вспомнил, что я хотел еще посмотреть какие-то книжки новые. Так как я увлекся уже чтением, да, думаю, что надо что-то еще. Вот вспомнил там, по-моему, Никколо Макиавелли, думаю, надо прочитать же его, я давно хотел. Пошел в книжный магазин, в центре города это было. Зашел в книжный магазин и подумал, поискал книгу и подумал, а почему бы сюда не устроиться? Думаю, все равно я ничего не теряю уже. Узнал, как можно сюда устроиться, поехал в офис, и меня взяли. И я думаю, замечательно, я здесь останусь, мне здесь нравится. Как будто бы отказы там были для того, чтобы ты попал в итоге в это место работы. Я тоже думаю, что это как-то, не знаю, дорожка меня привела в правильное место. Ну и ты был доволен работой там? Первое время, как твои были Первое ощущения? время, конечно, это было очень интересно, потому что я для себя открыл мир книг, я понял, что люди читают, люди интересуются, и для меня, в принципе, это было удивление, потому что я никогда с этим не сталкивался. Моя атмосфера, она была немножечко другой. Вокруг меня люди, так прям... Не читающие особо. Скажем так, да. Не было такого, что пойдем в книжный магазин, что-нибудь купим. То есть, а здесь, понимаешь, ты когда стоишь в книжном магазине, видишь, сколько людей заходит, сколько людей интересуются этим всем, то тебе самому становится как бы интересно это поле для, так сказать, для исследования. Я начал читать сразу философию, я открыл для себя всяких европейских философов, там, Ницше, кто там еще, Сократ, Лао Цзы, в общем,
Ошо, я познакомился с учением Ошо, и все, это для меня стало просто Ошо мой учитель, несмотря ни на что, несмотря на то, что я его, не был там в этом месте, в его ашраме, все равно он мне очень помог. Я считаю, что это, новый какой-то уровень, который должен узнать каждый человек, в общем, который хочет улучшить качество своей жизни, скажем так. Ну, то есть, смотри, вот этот поток людей, да, ты почувствовал некий смысл, что столько людей увлекаются книгами, почувствовал некий смысл от работы. А как у тебя произошел вот этот переход от просто читателя к начинающему писателю? Так как я всегда писал что-то, да, стихи, как я уже сказал, песни, я, когда приехал в Петербург, я начал сразу вести дневник. Не знаю, зачем я это делал, просто было интересно. И тогда же я подумал, что я работаю в книжном магазине, я вижу, что появляются какие-то современные авторы, что если мне, например, перестала увлекать так сильно, скажем, музыка, то почему бы не попробовать себя в писательском деле? Я видел, что все это реально, я ничем не хуже этих людей, что каждый проходит какой-то этап в жизни, обучение, да, и потом в итоге получается у него какой-то, например, свой рассказ, скажем так, небольшой, да. Я начал просто писать, но при этом я не брал какие-то мастер-классы по тому, как на какую писать. Тему? Дневники просто? Сначала это были дневники просто, я описывал день, который я провел в Петербурге, то есть моя новая жизнь в Петербурге. Какие-то моменты, которые мне, нравились, не нравились. Просто интересные моменты фиксировал, свое душевное какое-то состояние. И чем мне помогло чтение, то есть я, когда читал книги, я их сканировал, то есть я обращал внимание на построение текста, как текст построен, на стилистику текста, на то, какого он объема, когда, например, заканчивается одна линия, начинается другая линия, этот переход, да, от какого-то действия, например, описывается одно действие, да, потом переход и к другому действию. То есть я это все изучал и применял на практике, да, или писал, тоже старался, например, делал себе какие-то такие пометки, что, например, один лист у меня будет описание, например, конкретного одного действия. Потом следующий лист будет уже о другом, да, то здесь нужно придумать переход между этими листами. То есть, и так набрасывал текст потихонечку, помаленечку. Здесь можно отметить, что если у вас есть какая-то основная деятельность, то не бойтесь потратить свободное время на дополнительное развитие в ней, да, что, соответственно, может быть, из просто потребителя, да, или как просто читателя стать еще и автором, уделив этому, конечно, какое-то время вне работы, и вдохновившись самой работой. Собственно, вернемся к этой книге, о которой мы говорили в начале нашего интервью, нашего выпуска. Это твоя первая книга. Возьми. Взял. Да, рассказы из маленькой комнаты. Как ты начал свою работу над этой книгой? С чем это было связано? К этой книге, к тому, чтобы ее написать, я шел очень долго. Где-то 7 лет. Я сначала, как уже говорил, писал дневники. Потом у меня появилась мысль их опубликовать. Я отправил в издательство, все, которые знал. Мне ничего не пришло, никакого ответа. Я тогда начал, я надеялся на то, что все пройдет гладко, да, то есть я почему-то в этом был уверен. Мне ничего не пришло, тогда все мои планы на будущее, они просто рухнули. Ты дневники отправлял в издательство? Да, я дневники отправлял в издательство. Смело. Смело, да. Что я подумал, что почему это будет интересно, что дневник такого человека. А какие ты примерно ответы получал, или просто было молчание? Просто молчание. Я взялся писать другое произведение, уже не дневники, а именно произведение, такое художественно-эзотерическое, скажем так. Там я уместил все свои знания о чайной церемонии, о чае, как-то это все обыграл, сплел. В принципе, интересно получилось. Отправил его, помимо простых издательств, в эзотерическое издательство. От него мне, слава богу, пришел ответ, но он был тоже отрицательный. Меня как-то так,
ладно, не ваш формат, но вы хотя бы мне ответили. Я знаю, что... Я, конечно, хотел написать, что что вам не понравилось, ну, чтобы как бы знать, над чем работать. Потом думаю, ну ладно, все равно, наверное, не ответят. Вот от тех издательств мне ответа никакого не было. Тогда я решил писать рассказы. Думаю, их писать проще. Маленький формат, тогда можно, например, на листе попробовать одну тему какую-то раскрыть. Или там 2 листа, например, сделать. Это будет проще и не так затратно по времени. Хотя, конечно, чтобы, например, объем книги сделать такой более-менее, скажем так, нормальный, нужно много рассказов коротких, да. Но, тем не менее, когда я только об этом подумал, мне сразу начали какие-то темы появляться. То есть, у меня был какой-то рассказ, я уже даже не помню. Антоха, а почему из маленькой комнаты? Книга у тебя называется «Рассказы из маленькой комнаты». Потому что моя комната, которую я снимаю, она маленькая. Все очень просто. Я подумал, как назвать свою книгу. Ну, так и назову, думаю, «Рассказы из маленькой комнаты». Потому что в этой маленькой комнате происходила работа над этой книгой. Происходило вообще мое становление, скажем так, да. Ну, писателя громко скажем. Я не считаю себя писателем. Просто я человек, который увлекается тем, что любит. Увлекается тем, что любит. Делает то, что любит. Ну, а что касается самой книги, ты говорил, что формат рассказов, он довольно прост. Проще, чем роман, да? Проще писать рассказы, да. Я решил, что после этих отказов про Джафара у меня ничего не получилось. Я думаю, тогда мне надо что-то другое написать, да, рассказ, например, сборник рассказов. И как раз тогда я начал увлекаться именно восточными различными произведениями. «1001 ночь». Я прочитал ее с удовольствием. Открыл для себя многих других восточных авторов. Низами, азербайджанский автор. Кто там еще? Ну, разные, арабские, персидские, индийские, разные восточные книги. И мне привлекло именно структура рассказа. То есть рассказа, что там идет как бы история, да, начинается какая-то история, потом в этой истории появляется еще одна история, в этой истории еще одна история. То есть пока ты читаешь, ну, например, взять даже «1001 ночь», да, там она вся, в принципе, так построена, что там как бы рассказ в рассказе. И когда уже ты подходишь к концу истории всей, ты забываешь, что ты прочитал до этого, с чего вообще история эта началась. То есть ты прочитал там 5 историй, да, и забыл, что вообще с чего началось. Мне это очень понравилось. Это как знаешь, такой, как гипноз. Ты читаешь такой просто в этом мире. Но они как-то связаны между собой. Они все связаны, да. Вот меня привлекло то, что как бы, например, рассказ 5 человек, да, сначала вот мы читаем 1, 2, 3, 4, 5, и потом это все соединяется в конце, как бы, главной истории. Меня это очень привлекло, меня привлек язык восточный, вообще культура Востока меня всегда она привлекала. И я решил, почему бы нет. Просто у меня эти сказки, наверное, следует упомянуть, что книжка состоит наполовину из восточных сказок, наполовину просто рассказы. Вот. И восточные сказки так и родились в процессе чтения «1001 ночи» в особенности. Еще есть такой автор индийский Инаятуллах Канбу. Рассказ, что-то там, книга о верных и неверных женах. Вот она мне очень понравилась. После «1001 ночи» я ее прочитал. Вообще влюбился в эту книгу. Всем советую, если хотите, прочитайте. Вот. И я подумал, что было бы интересно сделать тоже какую-то историю, в ней еще намиксовать разных историй. Там рассказ первого человека, рассказ второго человека. Начал с этим работать прям очень с удовольствием. Так и получилось, в принципе, так я и сочинил. То есть эти сказки, они просто результат моего увлечения, моего прочтения восточной литературы. Ну классно, теперь давай тогда поговорим о некой такой технической стороне. Как ты, собственно, перешел к изданию этой книги? Ты также свой черновик там в формате Microsoft Word, условно говоря, да, отправил в какое-то издание? Как ты поступил? Я понимал, что, наверное, мне опять откажут.
Несмотря на то, что, ну, я как бы вращаюсь в литературном мире, скажем так, ну, это, наверное, громко звучит, просто в книжном мире, да, и у меня все равно есть какие-то знакомые, есть выходы на каких-то людей, да, из издательства. Я решил, что я опубликую книгу за свой счет. То есть для этого мне что нужно было? Найти редакторов, чтобы быть уверенным в том, что я нигде не ошибся. Да, текст, ну, с текстом никаких проблем нет. По сюжетной линии тоже, чтобы они проверили, сказали, все хорошо. И тогда я со спокойной душой мог просто это загрузить в интернет. Да, я нашел сам издат. Я узнал, что, ну, можно самому издать, то есть в сам издате, да, за свой счет. Я накопил там какие-то деньги, скажем так. Причем мне очень хотелось еще добавить иллюстрации, что я и сделал. Тоже художника нашел. Вот, получается, что я нашел редактора, художника, сам издат, где можно было заказать пиар-компанию по соцсетям, там на ихнем сайте. Ну и все. Ну смотри, Антоха, вот на самом деле для молодых авторов, которые, может быть, тоже получали отказы от издательств, эта тема крайне интересна, потому что все равно многие хотят издать свою книгу, да, вот из этих авторов. И сколько это примерно стоит, да, вот если брать, ну, такую не очень толстую книгу, там, условно говоря, вот редактура, издание, иллюстрации, вот так, если обрисовать в цифрах. Ну, и что за издательство? Можем его озвучить вполне. Конечно, издательство Ридеро. Отличное издательство, за ваши деньги и любой каприз. И главное, что качественно. И за какие? И за какие? Ну, давай посчитаем. Редакторов я нашел достаточно хороших. В том плане, что это были девушки, которые закончили, ну, какую-то специальность, которая позволяла им вот заниматься в том числе и редактированием текста, да. Причем мне посоветовали их, ну, одна девушка, на которую я тоже как-то вышел через... То есть они не были связаны с издательством Ридеро, вот эти редакторы? Нет, они были совершенно сторонние девушки. Нашел. Да, вот у меня была знакомая, я к ней обратился, она нашла мне редактора, которая работала в детском издательстве. Она сказала, что она не может взяться за эту работу по причине своей занятости. И дала мне контакты своих подружек. Ну, как бы знакомых, да, я не знаю, насколько они там плотно общаются. Вот я написал, мне ответили, говорю, сколько это будет стоить. Ну, смотри, работало 2 человека. Тогда это стоило, сколько прошло, я не помню уже, ну, 3. По-моему, это мне обошлось в 10. То есть по 5 они обе разделили, то есть каждая себе по 5 забрала. Я доволен редактурой. В принципе, они справились очень хорошо. Потому что тот текст, который я скидывал им, он был, ну, действительно ужасен. Самокритично. Ну, это так. То есть там и ошибки, и стилистические какие-то обороты они, да, редактировали? Да, там было очень много ошибок. Когда я первый раз получил, то есть отредактированный текст, мне чуть плохо не стало, потому что там было все, ну, не все как бы, но много моментов было просто вот так вот перечеркнуто красным, что это никуда не годится. Я не знаю. Короче, ужас. Я просто такой листаю свой документ и думаю, блин, да тут же треть, наверное, книги просто вот зачеркнута. Что мне делать? Как вот теперь? Надо придумать новый тогда сюжет, потому что этот сюжет, как бы, он нелогичный, да, как, ну, замечания они там мне сделали. Но это было настолько интересно, я как бы понял, что, ну, как бы, а что? Я что, какой-то знаток? Я в этом не разбираюсь, и как бы над ошибками надо работать. Я доверился этому, и я принял то, что да, действительно, я начал читать и как бы понял, что да, действительно, ошибки все были по делу. И я сейчас не жалею, что их так было много, да, ну, как бы это такая двоякая ситуация. Не жалею, что они их выявили все, и я принял это и начал заново работать над этим, над исправлениями. Да, мне приходилось новые сюжеты какие-то придумывать. Я это сделал, я отправил им опять, они сказали, вот сейчас уже получше, но все равно ошибки есть, опять отредактировали. Ну и так вот мы просто перекидывали друг другу документ. Потом, когда уже все закончилось, да, я понял, что текст как бы идеальный, его можно публиковать. Вот, 10 тысяч за редактуру. Нужны были иллюстрации. Иллюстраций, по-моему, там 15.
я подумал, что классно было бы, что восточные сказки, да, как бы я старался сделать такую маленькую 1001 ночь, да. У меня есть эта книжка, и там клевые как бы иллюстрации черные, черно-белые. Я подумал, что нужно вот черно-белые иллюстрации, это прям классика будет, такая не цветные, а черно-белые, чтобы было вот как бы так атмосферненько, скажем так. Начал искать редактора, художника, иллюстратора. Лидеро как раз-таки предлагала, что, пожалуйста, за ваши деньги мы найдем редактора, что у меня все редактора сегодня? Художника, да, который вам сделает иллюстрации. Я согласился, они меня соединили с каким-то художником, он начал работать. Там как происходит дело? Ты даешь техническое задание, что ты хочешь видеть. Да, например, вот первую иллюстрацию возьмем, там, значит, человек, идущий по пустыне, там верблюд какой-то сидит, не помню уже. Да, вот там человек слева, верблюд справа, пустыня, все. А вот он должен был нарисовать. Мне присылают готовую работу, так сказать, эскиз, да, он сделал эскиз, как бы, чтобы я одобрил. Мне присылают эскиз, я понимаю, что это никуда вообще не годится. Это не то, что я хотел. Я говорю, как бы, мне не хочется человека обидеть. Я как бы мягко так сказал, что это не совсем то, вот здесь вот нужно переделать чуть-чуть. Они ему сказали, он переделал, присылают мне обратно картинку. И я говорю, это тоже не совсем то, понимаете, что... А он читал текст, чтобы понять больше, прочувствовать это или как? Нет. Просто на основе твоего рисунка? Да, просто на основе... Поверхностное довольно отношение получилось. С его стороны, я имею в виду. Это, в принципе, как бы нормальная практика, по-моему, насколько мне известно. Это некоторые могут... По идее, так, если у тебя там специфика такая восточная, так-то стоит прочитать там хотя бы абзац, чтобы понять примерно атмосферу. Я сейчас расскажу тебе дальше, и ты как бы поймешь. Что в итоге, в общем, я так делал замечания, и мне написали, что, извините, что художник отказывается с вами работать. Попал в черный список, бан-лист. Да, что, видимо, ему это надоело. Я говорю, ладно, окей. Потому что иллюстрации мне обошлись все 15, по-моему, 35, что ли. В общем, около 30-ки, давайте так скажем. Около 30 тысяч. Вот у этого художника? Иллюстраций. Нет, у того, который... У следующего. У следующего, да. Мне нового художника дали. Тоже Лидеро предоставил. Да, тоже Лидеро. Я ему то же самое техническое задание отправил. Мне, когда пришел эскиз, я сразу понял, что вот этот художник, он идеальный. Все, с ним я буду работать. Он прям все передал так, как я хотел. И все 15 иллюстраций, они сделаны именно так, как я представлял перед глазами себе. Потом, что нужно было сделать? Рассказать как бы миру, аудитории о книге. Да? Это пиар-компанию нужно было заказать. Она тогда, это у Лидеро тоже. То есть они там по своим соцсетям, там Инстаграм, Контакт, что там еще было. Это обошлось где-то, по-моему, 20. Плюс еще 20, 60. И, по-моему, все. По-моему, больше я ни за что не платил. Корректура текста 1000 рублей. Обложка 3, по-моему, тысячи. В общем, около 70 получилось. Ты понял, что продвижение в таком плане особо не принесло эффекта. То есть над продвижением надо думать отдельно, самостоятельно. Да. Потому что молодой автор мало кто знает, и как бы какие-то свои каналы прорабатывать. Здесь я думаю, в чем загвоздка была. Во-первых, то, что текст такой достаточно неординарный. То есть там все как бы совмещено. Восточные сказки и просто рассказы, которые не имеют к Востоку никакого отношения. Да, я с сюжетной линией как бы соединил это все. Но как это преподнести читателю? Это было очень сложно. Я даже сейчас не знаю, как это можно преподнести. И плюс обложка. Обложку можно было, с одной стороны, оформить как восточную, да? Но здесь же не только Восток. Поэтому я подумал, добавить как бы какого-то западного, каких-то элементов западного, сделать ее полностью западного, тогда не будет понятно, что там есть что-то восточное, потому что с Востока начинается здесь действие. Я подумал, что я покупаю букинистические книжки, восточные даже, те же самые восточные книжки, они оформлены очень просто, и мне нравится, как они оформлены. Буквально, например, мы берем какую-то книжку, да, она там белого цвета,
черным, как-то просто красивым арабским шрифтом написан автор, какой-нибудь там завиток и название книги. Все, этого достаточно. Не нужно какой-то супер дизайн там делать, что-то сидеть на фотошопе выдумывать. Этого вполне достаточно, и оно передает атмосферу, что ты... Ну, мне нравится, в общем, как оформляли книжки тогда. И я думаю, сделаю какой-нибудь такой классический стиль, чтобы и не к востоку, и не к западу, чтобы было понятно, что как-то, не знаю, универсально, в общем. Ну и я выбрал простой такой вот текст. Не текст, а как бы оформление такое простое. Наверное, из-за этого тоже, что как преподнести книжку в таком оформлении, как бы рассказать, да, о чем она. В рекламе, я думаю, в пиар-компании, наверное, сложно привлечь читателя. Ну, вообще, думаю, конечно, о стратегии продвижения заранее. Может быть, какие-то свои контакты использовать, свои группы, там, через друзей сначала продвигать. Как среди знакомой аудитории, потом, чтобы они уже советовали своим, как-то, может быть, так выходить дальше. Слушай, расскажи, Антоха, тогда про свои какие-то другие увлечения. Я знаю, что ты увлекаешься йогой, там у тебя такое одеяние необычное. Вот эти моменты, да, как вот ты бы рассказал еще, кроме книг, о своей жизни? Что сказать о моих других увлечениях? Йога. Занимаюсь йогой, выучился на преподавателя йоги. Приходите ко мне, будем вместе заниматься йогой. Она дает заряд сил. Вообще люблю культуру Востока. В Индии побывал. Я шел к этому очень давно и осуществил свою мечту. Это было в 2014 году. Это было как-то связано с йогой, что ты побывал в Индии? Тогда у меня была девушка, которая занималась йогой, и ее, скажем так, педагог, преподаватель предложил просто своим ученикам поехать в Индию позаниматься йогой. И она сказала, что я могу тебя взять с собой. Я сказал, конечно, это же моя мечта была побывать в Индии. Поехали. Причем у тебя был такой неизбитый маршрут, это не на юге Индии был, а на севере, там, где Гималаи, да? Да. Мы сначала поехали в Дели, оттуда мы поехали Тадж-Махал посмотрели. Тадж-Махал, кстати, я думал, что он больше, как-то на картинке, когда смотришь, он какой-то такой огромный, а когда там находишься, как-то... Не удивил, да? Скажем так, да, не то, что я думал. Но, тем не менее, это, конечно... Супер. Мы ездили еще летом, была нереальная жара, просто нереальная. Ты идешь просто весь мокрый. В Дели побывали мы двое, по-моему, суток, и потом отправились в Гималаи. В Гималаях была вообще красота. Там свежий воздух, солнце, приятные люди. Причем там больше, наверное, непальцев, чем индусов. Непальцы очень приятные люди. А индусы меньше? Нет, индусы тоже приятные люди. Я просто говорю, что я увидел непальцев, и непальцы сразу расположили к себе. Да, они очень приятные люди. Я шел как-то по дороге и споткнулся о какой-то железный пруд, торчал. Просто себе палец рассек. Пошел в кафе, присел на скамейку. Это увидели, там какие-то, индусы там сидели, в общем, мне сразу там женщина достала бинт какой-то, там еще что-то, воду там мне принесли, этот персонал, который, работал в этом кафе, сразу там начали обо мне заботиться, перебинтовали мне там палец, я думаю, ничего себе, как-то так, не знаю, все равно приятно, что как-то посторонние люди мне там как-то так сразу прям помогли, всю жизнь любил, индийское кино, индийскую музыку. Всегда хотел там побывать, несмотря на то, что я, конечно, увидел всякие эти грязные улицы, трущобы, бедность. Все равно как-то атмосфера такой какой-то мудрой страны. А вот эту рубашку, или как это называется, одежда, ты приобрел в Индии или в Санкт-Петербурге? Я это приобрел в Санкт-Петербурге, я заказал, причем на каком-то сайте, я не помню, как он называется. Там так было написано, что мы передаем заказ в Индию, в Дели там это все шьется, и, по-моему, 10 тысяч это было тогда. Доставляется прямо из Дели там тебе. Но как-то очень странно все получилось, потому что я сделал заказ, все оплатил,
И на следующий день, или там буквально через пару дней, мне как бы звонок поступил. Говорят, что вот вы заказывали одежду индийскую. Я говорю, ну да. Я сейчас вот в Петербурге в командировке, я могу вам передать ее. Я такой, ну, быстро как-то за 2 дня зашили-то. Ну, сшили одежду. Сшили одежду, потому что я мерки свои отправлял туда. То есть это все на заказ как бы шилось. Вот, думаю, как-то за 2 дня все быстро из Индии прям доставили. Ну ладно, как бы. Купил, короче говоря, примерил, все мне подошло. Спасибо этому магазину, что он есть, и можно заказать себе такую одежду, потому что я искал очень долго. Антоха, вот также в связи с твоими увлечениями хотелось бы вернуться к мастеру Ошо, которого ты упоминал. Я так понимаю, тоже одно из твоих увлечений, и твоя одежда, все это как-то пересекается. Вот расскажи об этом, о своем мировоззрении. Ну, если придерживаться, например, пути религии и говорить, ну, и выбирать, да, какой-то путь, то я выбрал для себя вот дзен. Это не религия, но дзен, я считаю, что это просто настоящее такое, ну, скажем, как учение, ну, да, обзовем его учением. Хорошо, учение дзен для меня более приемлемое. Ошо это, ну, я считаю, что это новый Будда, современный Будда, который пришел к нам, чтобы донести какие-то светлые мысли в запутавшиеся умы людей. И я считаю, что, ну, каждый человек должен, если даже не следовать, то хотя бы просто ознакомиться с тем, что он говорит. Мне близки его взгляды, я с ним солидарен. Пусть не во всех вопросах, конечно, не во всех вопросах, но во многом. Слушай, вот я хотел здесь такой у тебя момент спросить, вот даже если говорить по ведам, да, что есть люди, которые, ну, как бы святые, ну, такие, да, стремящиеся вот к духовному росту, но есть те, кто просто вот для себя это делают, то есть они развиваются там день, сидя на горе, а есть те, кто, ну, как бы все равно потом несут знания, как-то помогают людям, то есть они, ну, развиваются и, ну, во имя какой-то миссии. Вот твоя философия, это все-таки стремление вот ко второму, то есть что это саморазвитие, и потом уже там помощь другим людям с помощью там творчества каких-то там, или ты считаешь, что можно, ну, такой совсем эгоцентричный вариант, когда просто ты развиваешься и не важно, что вокруг? Нет, я считаю, безусловно, что для того, чтобы, ну, во-первых, нужно сначала изучить себя, свой внутренний мир, свои какие-то ошибки, поработать над своими какими-то блоками, страхами, потому что что ты будешь тогда нести людям, если ты, например, не избавился от эго, не избавился от каких-то вредных привычек, ну, если так условно говорить, да? То есть ты сначала должен, безусловно, поработать над собой. Для этого не обязательно уходить в горы, в Гималаи, уединяться, сидеть там в медитации, никого не видеть, не слышать. Наоборот, ты же будешь, ну, мы живем с тобой в городах, да, в больших, мы не живем где-то вдалеке от них, в изолированном каком-то месте. Поэтому мы должны себя чувствовать комфортно в городе, да, быть осознанными людьми. Поэтому нужно работать над собой в условиях жизни городской. Прям как стихи какие-то. В условиях городской жизни. Проработать какие-то моменты, да, что-то узнать, ну, например, получить знания, да, и потом уже делиться, если ты чувствуешь, что ты можешь чем-то помочь людям. Что человек готов к этому. Да, тогда, конечно, ты передаешь эти знания другим. А что касается музыки сейчас, вот опять же, да, может, каких-то твоих духовных воззрений, я знаю, что ты сделал клип. Как это было и что это за клип «Ашрам»? Что-то я делал, не помню, на Ютубе. Я услышал вот эту минусовку, она из Ютуба взята. То ли я какой-то ролик делал и выбирал фоновую музыку. Я услышал эту музыку, значит, ну, скачал ее себе на компьютер и решил написать песню такую светлую, с новым уже мировоззрением своим, да, вот Ашрам, назвал ее Ашрам. Ашрам имеется в виду, что вот мы живем на одной планете Земля,
все люди, как бы все, ну, у нас все, можно сказать, что все равны, да. Понятно, что у каждого развитие разное, но Земля одна, мы на ней. Это я рассматриваю это как ашрам, такой ашрам, где люди постоянно учатся чему-то, делятся знаниями, находят своих учителей, находят свои пути. Ну вот я это передал просто в этой песне. Клип мы решили просто с моим знакомым сделать. У него был фотоаппарат, который позволял снимать видео. Я взял свой, опять же таки, где мы проводили фотосессию в этой фотостудии. Туда пошли, там засняли, буквально это все за день было, за 2 часа, по-моему, мы сделали. Потом пришли, просто смонтировали, и получился такой веселый клип, веселая песня. Я очень доволен, очень позитивная, легкая песня. Да, на самом деле песня действительно позитивная, легкая такая, у Антохи там прикольный такой акцент. Так что сейчас увидите небольшой фрагмент этого веселого клипа. Все вокруг ты начни изучать, задавать вопросы, ответы искать, чтобы счастливым наконец стать. Шаг к просветлению делай смелей, улыбка на лице, ведь так веселей. Не надо бояться, ну что ты дрожишь, признай Гаутама и Ошо Раджеш. Нет благовония, танцует ашрам, истину найти сможешь только ты сам. Освободи свой разум, проблемы забудь, иди своей дорогой, встань на свой путь. На этой земле места хватит для всех, Бог объединяет людей здесь и здесь. Все здесь едины, это стоит понять. Сюда я хочу вас обнять. Антоха, расскажи тогда, над чем ты работаешь сейчас? Это книга или это что-то другое? Ну, я работаю над несколькими вещами. Угу. Это книга, и это другая книга. Это другая уже книга. Рукописная книга. Угу. Манускрипт. Я увлекся недавно. Ну, 2 года, наверное, назад я увлекся различными манускриптами. Я узнал о рукописи Войнича. Мне это стало все безумно интересно. Я начал исследовать эту нишу, отыскивать какие-то, не знаю, библиотеки, в которых есть такие всякие, хранятся манускрипты древние, как они написаны, чем они написаны. В общем, все это мне интересно, и я решил тоже попробовать, почему нет, создать свой манускрипт такой. А манускрипт, он предполагает некую графику, живопись, то есть ты практиковался еще и в мастерстве художника. Ну нет, я не заканчивал ничего такого. Я имею в виду, что ты практиковался в процессе создания, пока ты его создавал, то есть... Можно так сказать, практиковался, не знаю, просто вот то, что мне приходило, то я и переносил на бумагу. Ну да, просто даже если рассматривать вот ту часть манускрипта, которая у тебя сейчас уже готова, то видно, что первые страницы, скажем так, уровень чуть ниже, да, в плане художества. Да. Дальше у тебя видно, что идет повышение, да. То есть развитие в процессе самого манускрипта. Да, я просто сейчас изучаю различного рода каллиграфию, смотрю, кто что делает, открываю для себя каких-то интересных людей. И, причем я не знаю, например, арабский язык. Я вижу каллиграфию, да, и я рисую как бы то, что мне приходит. Я пишу, купил себе для этого всякие перьевые ручки, краску, мне все это интересно, работать именно такими. Я хочу, чтобы это все было по-настоящему, не просто фломастерами, да, на бумажке там, а именно, чтобы все это краска, тактильные ощущения, это все прикольно, такая атмосфера, там перьевые ручки, сидеть рисовать, такая как бы медитация. Расскажи, да, чуть подробнее о манускрипте, что там за разделы, какие моменты. Можно выделить несколько разделов: астрологический, поэзию, просто мистификацию, какие-то рисунки. Что они означают, я не могу сказать. Это я
думаю. Читателю предлагается самому разгадать. Да, пускай они сами разгадывают. Я думаю, что это никто никогда не разгадает. Вот. Тайна веков. Тайна веков. Вот прям так и могу сказать. Это тайна веков. Такая вот затравка вам. Дальше разгадывайте сами. Вот. А что касается книги, над которой ты работаешь сейчас, которая тоже планируется к изданию, вот если о ней как-то еще рассказать. Художественная книга — это продолжение. Я всегда мечтал, как всегда мечтал, когда я начал восточные сказки писать, да, мне хотелось сделать, впоследствии мне захотелось сделать именно восточную прям книжку. Как вот «1001 ночь», ну, естественно, я не смогу 1001 сказку придумать. Ну, например, за год, да. Поэтому мне хочется сделать свою просто небольшую восточную книгу. Именно без примесей различных, вот, ну, как в первой книжке. Каких-то без западных мотивов. Да, мотивов. Вот. Ну, я работаю сейчас, и те сказки, которые в первой книге, которые вошли в первую книгу, восточные, они будут полностью во второй книге, ну, вот в новой. Я придумал еще одну сказку, добавил к ним, и вокруг этих сказок я еще придумал сюжет. То есть это будет тоже сказка в сказке, построение такое восточное. Сейчас я уже оплатил услугу редактора, так скажем, в Ридеро. Редактор уже профессиональный, который работал над теми книгами, которые продаются в магазинах, с крупными издательствами, поэтому, я специально выделил бюджет на это дело. И все, сейчас пойдет работа. Будет интересно, чисто восточная сказка. Я думаю, что мне удалось передать атмосферу восточную, так как я и хотел. Классно, Антох. Теперь, знаешь, вот финальные слова, может быть, какие-то твои советы тем молодым людям, которые тоже стремятся реализовать, может быть, профессии писателя или просто в каком-то деле. Вот основные такие постулаты, вот на что стоит обратить внимание. Можешь на эту камеру, на маленькую. На все камеры. Давай, говорю вещай. вам, зрители, что никогда не отказывайтесь от своей мечты. Если у вас есть какой-то страх, нужно смотреть ему прямо в глаза. Идти и делать. Когда вы сделаете, страх исчезнет, тогда вы почувствуете огромную радость, и вы скажете: почему я раньше этого не сделал, почему я так боялся. Все же очень просто. Все просто, не надо усложнять себе жизнь. Просто идите к своей мечте любыми способами. Ну, я имею в виду, что не надо идти, конечно, крайней мере, там, через голову и там все такое. Естественным путем. Да, естественным путем просто. Не получается в одном месте, значит, вам туда не надо. Идите в другое место. Ищите разные пути. Вдохновляйтесь и добивайтесь того, чего вы хотите. Рано или поздно, там, не через год, так через 2, не через 2, так через 3. К этой книге я шел 7 лет. Но, поверьте мне, это был очень сложный путь. И то, что вот сейчас, 140 страниц, они мне достались через очень тяжелый труд. Я сделал это все сам. Так что вот, все в ваших руках. Ну да, как говорится, если хочешь делать хорошо, сделай это сам. Да, я думаю, что пример Антохи, он действительно такой вдохновляющий, что человек действительно шел к своей цели, несмотря на то, что его путь был достаточно витиеватый, он все равно держал фокус на своей мечте и достиг ее. Поэтому и вы тоже, если у вас есть какая-то мечта, не думайте, что это что-то лишнее, что это уже в прошлом. Всегда в любом возрасте можно осуществить свою мечту, и это ценно, и это, пожалуй, один из немногих способов стать по-настоящему счастливым. Причем у меня не было такого, что нужно, чтобы издательство какое-то крупное выпустило мою книжку, издало мою книжку. У меня была цель именно написать ту книжку, которую я хочу. Вот книжка, которую я хотел написать, я ее написал. Ее не выпустило какое-то крупное издательство. Но, возможно, это и к лучшему. Оно вышло такое, какой ты ее сам видишь. Да. Оно не было исковеркано. Да, у меня была форматом. именно такая мечта. Создать свою книжку, написать книжку. Я написал, отлично. Вот она стоит. Такое бескомпромиссное движение к мечте. Да. Заслужит уважения. И вот, собственно, уважение и благодарности от нас заслуживает тоже Чижень. Чайный клуб. Точно, что абсолютно точно. Антоха у нас любитель чая. Он это у нас все тоже ценит. И
может отметить, что здесь классно, душевно Здесь и очень, уютно. очень атмосферно, да. Я рад, что такое место появилось в Новосибирске. Я давно не был. Ну, я здесь второй раз, и могу сказать, что Да. очень здорово, здесь приятно. Буду сюда Так что заходить. приходите, ссылка будет здесь на экране. Вот, всем удачи, будьте счастливы. Добра.